Добрый день, дорогие друзья. Канал Кишинев, Молдова приветствует вас. Мы в начале телецентра на Котовского, улица Антон Крихан. Люба Гаврлюк, большой вам привет из Кишинева. Мы сейчас направляемся с моим товарищем Сергеем к вашему дому на Черешелор 16 и 22. Начинаю свой репортаж отсюда, с улицы Котовского. Машина там стоит на Антон Крихан, чуть дальше. Вот я вышел, я стою здесь в начале. Сейчас за моей спиной остановка. Улица Садовая. Вправо туда вот армянское кладбище. Вот по Котовского машины поднимаются вверх. Ваши родные места. Я иду к машине потихонечку, и мы как можно медленней проедем до Черешелор 16, насколько возможно. Мы выбрали такое время, когда меньше машин, меньше пробок, чтобы была возможность проехать медленно. Я думаю, что вы не ходили по этой улице пешком. Спасибо, меня пропустили. Вот машина Сергея. Сегодня это Toyota Prius. Вот такой вид открывается на вашу улицу. Пока я снимал остановку, Сергей протер лобовое стекло, чтобы было удобнее снимать. Сегодня плюс 4. Сыровато, как всегда в Кишиневе. Так, сажусь в машину и будем продолжать съемку. Мы продолжаем наше движение. Люба, вам большой привет. Вот мой товарищ Сергей, который любезно согласился помочь. Вы уже знаете его по ролику, когда мы там рассказывали про варенье. Вот всем кишиневцам, всем зрителям привет от Сергея. Вы спрашивали про Вову дальнобойщика. Вова сейчас в рейсе в Чехии. И мы снимаем с Сергеем. Вот Антон Крихан. Мы едем на Черешелор 16. Да, Сергей знает, как ехать лучше. Это все ваши места. Вам все будет приятно здесь. И интересно увидеть. Да. Это улица. Вот это как? Новосибирская. Это Новосибирская, да. Сила. Да. Сейчас. Кстати, Сергей, у меня есть магнитная антенна, которая на крышу. На ее базе надо будет сделать что-то там. Ты уже взял, да? Да. Мне Олег дал. На ее базе надо будет сделать какое-то крепление мне для камеры. Wi-Fi модуль есть у меня все. И чтобы управлять с телефона, поставить ее на крышу. Улица Новосибирская, дорогие друзья. Кто решил, всем теплый зимний, теплый зимний привет из Кишинева. Вот эти вот места. Смотрите, наслаждайтесь. Потому что любое наше движение, любой миг, секунда, минута видео из Кишинева всегда будет кому-то приятно. И срабатывает моя поговорка: каждая гаечка найдет свой винтик. Хорошая, кстати, поговорочка. Ну да, потому что я думаю, ну раз снимать, не снимать, и там Каждый винтик найдет свою гаечку. Ну Мне да. больше нравится. Ну да. И каждая минута видео, снятого мной из Кишинева, найдет своего зрителя. Потому что кто-то где-то когда-то жил в Кишиневе. Его... Мой канал смотрит в основном Сергей кишиневцы. Те, которые даже в Кишиневе живут. Даже есть люди, которые помогают из Кишинева каналу. Одна женщина помогла. Хотя это не надо. Ну как, она все это видит. Но она вот решила помочь, прониклась духом. А есть такие, которые отмораживаются у нас за рубежом. Вот такая красивая у нас. Ух ты, классная тачка, смотри, брошенная. Маршрут перестроен. Через 50 метров поверните направо на улицу Черешелора. О, Вот Черешелор, но вот, нам нужно 16 и 22. Да. Нам вниз, да. Можем и наверх. Такие дома здесь красивые.
Мне кажется, что я здесь жил всегда. Так тут красиво. Надо себе выбрать дом виртуально, потому что у меня такие дома там есть возле дома, что я говорю, блин, мне даже на ручку открытки не хватит моей пенсии. Такие шикарные дома есть. Улица Черешелур, бывшая. Томская. Томская. Ну да, здесь же северная сторона. Томск, Ага. Новосибирск. Ага, все вот интересно, ой, как украшения какие новогодние. Черешелур 27, мы едем правильно. Ну, вот тут налево, направо. Ну, по-любому Люба радуется сейчас. Ну, когда будет смотреть, будет радоваться, я уверен. Никого нету, Сережа. Никого нету. Так, а у нас, я вот смотрю, Черешелур-то. Вот номер 22 и Это тоже, по сути, Черешелур. 16. Надо развернуть тогда вот в ту сторону. Как она идет, так интересно. Видишь, это должна быть дорога, а ее нету. Сквозняка нету. и номеров. Смотрю, не наблюдаю номеров. Тимуш какой-то. Это Черешелур. Николай Пирогов. Пытается. Да. А это как улица, ой, как кто-то интересно. Смотри, какая галерея, переход сделана. Прикольно, весьма. Забор какой. Да, тут вообще укрепление такое, ух, ёксель-моксель. Да, я тут не был, такой спуск крутой. Ну, люди здесь жили долго, много лет, им все эти улицы знакомы, и это даже им по кайфу. Все вот эти съемки, знаешь, где бы мы не были. Да, я бы здесь, конечно. без... А здесь вот гостиница на гостинице. Да? Я говорю, я бы здесь без машины вдруг. Я вот не могу понять, как нам на Черешелур опять попасть. Она, видишь, закрылась и как мне опять подъехать. Сейчас вспомню. Надо было мне взять карту. У меня в карте старые названия есть. А, это бумажная карта, да? Тут перекрыто, ты понимаешь, какая? Что, блин? Мгм. Тут все понастроилось. Да. Опять, видишь, выезжаем на Долгополов. Или Черешелур идет подковой. Наверное. У тебя что за навигатор стоит? Яндекс. У меня просто программа в Яндексе там. Хотя можно и другую закачать, я бы не стал. Тоже говорят, что Яндекс хорошая. Не очень, я бы сказал. Нет, да? Здесь получше. Так, я вот думал, как нам на Черешелур попасть. Вот следующее получается Черешелур, а в ту сторону. Короче, она отсюда начинается. А я, видишь, с Нукарелур заехал. Нукарелур. Вот Черешелур Да. 6. Вот сейчас она. Вот ваша улица Ну, она и там Любаша. была. Просто Да. я вижу. 16 и 22. Вот вообще где номер 1. Вот вся ваша улица во всей красе. Во всей красе. Вот такие. По-моему, гостиница.
как красиво здесь. Как красиво. Так, номер 5. Вот, наслаждайтесь, Любаша, наслаждайтесь вашей улицей. 7. Ну, по правой стороне. 8. Да, по правой стороне. Вот 8 проехали. Нам нужен номер. Это 10. Да, нам нужен номер 16. Вот приближаемся потихонечку. 12 номер. Да, надо на крышу ставить. Надо на крышу камеру ставить. Со временем. Вот 14, вот 16. Вот тут мы сможем остановиться как-то. Пытаемся. С дядечкой не начнем плакать. Сейчас. Вот 16 номер. Я сейчас выйду, остановлю камеру. Я вышел из машины, продолжаю съемку. Я нахожусь прямо у номера 16. Сейчас я вот пройдусь немножко вот так вот здесь до перекрестка и обратно. Вот тут перекресток с какой-то улицей. Это уже у нас Черешелар 18. Вот старый дом я вижу. Скорее всего, он остался без изменений. Здесь на перекрестке домики такие. Вот ваша улица. Мне кажется, я не... 22. Да. Сергей едет к 22-му дому, а я вот здесь пройдусь, вот поснимаю вам вот дома напротив. Скорее всего, это домик без изменений, маленький. Как бы ваш, я не знаю. Сейчас мы снимем, чтобы еще не нарваться. У нас же как немножко бывает. Это самое. Ну да. Вот ваш 16-й дом, Черешелар 16. Я не знаю, это ваш дом или это новый дом. И Сергей проехал вперед. Я пройдусь теперь пешком к 22-му дому. Вот перпендикулярная улица. Подъем наверх. И мы продолжаем движение по Черешелар. Вот 20-й дом. Это старый дом. И вот 22-й дом. Дом. Рядом тоже старый дом красивый, 24-й. Вообще красота. Мне нравятся очень старые дома. Елка красивая здесь. Украшаете елку? Машина сзади. А, да. Спасибо. Почти как электро. А вы елку... А, это вы униты. Я думал, что елку наряжаете. Да. Вот еще ваш 22-й дом. Я опасаюсь ближе подходить, потому что, знаете, как меня не знают.
Всякое может быть. Вот такой вот вид открывается. Это в сторону улицы Котовского. Вид. И сейчас посмотрим, как может назад или вперед. Сейчас посоветую с Сергеем. Сзади строится какой-то новострой, но он вас не интересует. Вот. Вот мы сели в машину и продолжаем опять наше движение по Терешелар. Я говорю пацанам, что елку украшаете, а не суните. Кабеля, мобиля. Может, этих бабушек мне спросить, может, они знали. Любу. Ты хочешь уже отсюда выехать, да? Прямо, да. Сейчас выедем на Тимиш. Я все Цимис называю. Тимиш. Цимис. Ну, Кишинев уже почти еврейская столица. Было раньше много. Ребяток. Улица Тимиш, а по-старому мы не знаем. Кажется, мне здесь мы уже были. Да, мы просто сверху проезжали. Улица Тимиш. Потом, кому интересно, можете проверить. Я под видео описанием поставлю ссылку на хороший молдавский сайт, где даются все названия улиц, начиная с царских времен по сей день, все изменения. oldkishinev.com, кажется, называется сайт, и там все названия улиц Кишинева. Советское время, царская Россия и нынешние времена. Так, опять по Дембулу проедем. Сейчас нам надо на меню подняться. Да, вот еще второй круг. И я думаю, что все равно это будет вам приятно посмотреть. Что по-другому никак. Там разворачиваться, ты же видишь, Да. куда, зачем. Проще объехали. Что такое 10 верст для бешеной собаки, да? Ну. Так. Есть. Хороший здесь район. Скромно. Ну тут только на личном автомобиле. Так вот пешком ходить, это, конечно. Ну для меня это маята, конечно. Поэтому я, наверное, сначала куплю машину, а потом дом. Или как считаешь? Сначала дом, потом машину? Дом с машиной. Да. Конечно, сейчас все подумают, что «О, этот оператор такой богатый. А у него газ-плита с одной комфорткой. И стиралки нету. А ничего, кому интересно, я даю советы, как стирать без стиралки. У меня очень лихо получается. Вручную. Да, хозяйственное мыло советского образца 72%. Продается на улице Невской, ныне Парис. Там, где почта моя заветная. А это что у нас за улица? Я знал, тут он пишет, а не что. Димбулой. Так это Димбулой так и идет. Она с той стороны начинается, там первый. Красиво, здесь очень красиво. Тут зимой тоже красиво, наверное. Хозяева елки наряжают, всякие новогодние украшения. До Нового года осталось больше, чуть-чуть больше 2 недель. Да, все. Кстати, как эта присотка не падает, Серега, с телефоном, которая? Нет. Один раз как зафиксировал, сколько на время. Так и стоит. Там же она прикрывается, потом еще...
есть такие. Затяжечка. Ну, бывает, падают, конечно. Я взял себе тоже такие такая специально, но еще не использовал, что-то мне это стрёмно, что мало. Она дорога мне. Дорого обошлась. Ой, тут что там? На меню поднялся. А как эти окрестности называются, где мы сейчас находимся? Я тебя забирал. Вот эти окрестности, это Магала, как называется? Нет, я понимаю, да. Для меня телецентр это тоже это Чаево, знаешь, вот это, да. Вот это выглядит честно. Опа. На Валидиче, Серега же Так живет я с на тебя о чем Валидиче. говорю. Ага. Проехали. Проехали уже, да? Сейчас. Вот я здесь не был. С той стороны. Вообще, по идее, идет всегда отчет от центра. От главпочтампа или вокзала. Улица Валидическу, дорогие друзья, кто здесь жил. Я же говорю, я мог бы выключить там еще после вас. Ну зачем, когда люди тоже жили, правда? Снимать так снимать, пока есть аккумулятор, пока есть силы. Есть у нас еще и зарядка, есть вот у нас электроавтомобиль Toyota Prius служебная. Сергея машина служебная. Вот. Ага, и это у нас Антон Крихан, да? Мы выезжаем на Друмубеево, Новосибирск. Вот приезжаем на Новосибирск. Мы сейчас как поедем сразу, чтобы я ориентировался? Направо. По Котовского. Да? Муханчевское шоссе. Нет, Котовского с той стороны, Осаки. А это? Это Александрович. А по-старому как? Не знаю. Котовского. Сейчас Муханчевское шоссе. Ну, короче, я всегда называл ее улица Котовского. Ну, значит, Котовского с той стороны. Мы поднимаемся, как троллейбус поднимается на телецентр на Докучаева. Вот тройка, третий, легендарный третий троллейбус, дорогие друзья. Вот здесь когда-то было это «Три покойника» бар. Здесь хороший армянское кладбище. Мы здесь покупали прекрасные медитеи, корницы с Сергеем художником. Вот тут вот оно было, вот оно, вот здесь. Да, Да, одни из лучших. Вот, да, еще раз, кто первый раз видит Сергея, это мой хороший друг. Он по профессии профессиональный повар. Да, очень хороший человек. Пожиратель. И он умеет классно делать разные вкусные варенья. В тот раз мы рассказывали из машины репортаж. И у нас такое ореховое, вишневое есть варенье. Разные варенья у Сергея есть. За рецептами можете обращаться ко мне. Через меня найти Сергея можно. Так, вот. Бывший ресторан Валентины Валентина сейчас откроется. Здесь раньше не было прохода здесь, да, на мемориал? Не было. Нет, тут есть даже проезд. Не только проход. Это там. Вот здесь чуть выше. Выше, а тут не было. Вот этого, Ну, вот здесь этого вот прохода не было. Валентина был как и ресторан, и гостиница. Да, так вот, Кинотеатр 40 лет. Любаша, она основательница этого ресторана. Какой? Валентин? Валентина Валентина. Ну, пожалуйста. Вот. Ты бы заходил туда раньше, да, когда он У был? меня, вот не знаю, наверняка знает, значит, Коля есть такое, Коля Аркуш. Жил, кстати, вот здесь, тоже рядом. Угу. Коля Аркуш. Коля. А еще Сергей Аркуш есть у меня. Сергей в Австралии. Вот Я он- не знаю даже, где сейчас. Вот у меня в друзьях Сергей Аркуш. Вот. Мы поднимаемся и сейчас будем 40 лет проехали только что. Сейчас увидите, что осталось от 40 лет в ЛГСМ кинотеатра. Детская больница, да? Вот. Стенку здравоохранения. Здравоохранение. Бывший кинотеатр 40 лет в ЛКСМ. Памятник остался, а вот кинотеатр вот в таком полуразобранном состоянии очень жаль, конечно, это реликвия. Это реликвия.
Да, вот этот проспект, эту улицу расширили мимо мемориала. Он называется Вечность. Мемориал Вечность. Да. Мемориальный комплекс. Сейчас будем проезжать, да. И у меня есть хорошие кадры. Детская. Вот детская клиника здесь. Это похоже на баню, да, вот это красная. Была баня. А вот на Панфилова баню снесли. Я не успел ее снять, дорогие друзья. Я чуть не плакал, потому что это реликвия. Вот мемориал. Называется сегодня мемориальный комплекс Вечность. Он такой же и остался без изменений. Да. Ну, чуть, да, забор сделали такой, ограда такая, красивое ограждение. Красиво, вот горит вечный огонь. Если... Так, сейчас вот тут с правой стороны был раньше военкомат. Я отсюда призывался в армию, я служил в советской армии. 85-87 год. Сейчас птичка с правой стороны нам открывается. Птичий... Да, ну, одна из достопримечательностей, кстати. да, птичий рынок. Даже Котовский тут сидел. Да, птичка, так называемая. Вот такие уважаемые мной, обожаю ларьки, всякие киоски. Сейчас, вот птичка. Остановка. Сергей настаивает. Уже проехали. Ну, вот тюрем... Нафиг в этот базар, вокзал. Общежитие госуниверситета. Ну, в принципе, вышки до сих пор видно. Да. Серьезная тема. Едем по Измаильской вниз, потому что мне Впереди сделали... камера на полосу. Мне сделали замечание. Измайловская это там в России, а тут Измаильская. Да. И вот Правильно, тут, Измаил. вот все рвусь как-то попасть. Измаильский дворик, там, видите, друзья? Там вот. Затем ЗИЛом 131 надпись такая: Измаильский дворик. Да, что-то бурят, бур. Да, что-то будет. Или плакат опять будет. Ох, эти плакаты. Да, эти, Убирать их это вообще. плакаты, это вообще бич. Город закрывают. Да, закрывают город. Вот еще одна общага университета. И скоро нам откроется вид на бывший республиканский стадион, на котором ваш оператор занимался свои самые лучшие молодые годы. Израсходовал все силы там, на этом стадионе. И сейчас уже не могу составить конкуренцию своим ровесникам по прыжкам в длину, как раньше. Прыгал в длину. Да. И спринтером был. Да, специализированный класс Олимпийского резерва. 2 тренировки в день. И вот поэтому, может быть, мы сегодня снимаем видео из машины, но не на свадьбах. Там надо бегать, я уже не могу просто. Так, мы стоим в пробке. Пока отключимся.